Стрелец. Он всегда человек и конь, и он всегда живет в двухфазном режиме. Если ваш стрельчонок, ребенок, находится в режиме человека, он может продемонстрировать вам невероятные способности и таланты, потому что он в потенциале учитель. И учиться он на самом деле может вполне талантливо. Но если тумблер переключается в режим коня, то вся наука свернется в дикий галоп, хохот и грохот, где топают и ржут все вокруг. Ну и в таком случае либо буянит, либо ускачет куда-нибудь. Ну, в лучшем случае он может промолчать, но даже если молчит, он уже ускакал от вас в мыслях. Догоняйте, если сможете. Это такое детство стрельца. Табун, скорость, слабая очень управляемость и практически полное отсутствие концентрации. Стрельцы, в принципе, во взрослом возрасте не станут любить детали, но в детстве они этого просто не выносят. В лучшем случае его можно сосредоточить только на очень яркой или очень глобальной идее. Со стрельчатами всегда на первый план выходят вопросы излишней такой эмоциональности, гиперактивности, отсутствия концентрации, внимания к деталям. Это вообще их слабое место. Зато у них есть и сильное место. Это договор или обещание, потому что коммуникации для стрельчонка важны прям с минимального возраста. Молодые стрельцы обычно рано покидают свой дом. Их природа вообще такова, что они не могут принадлежать всецело семье или всецело одному человеку, одной идее какой-то. Они должны служить всем, и все должны иметь возможность около них погреться. И вот, когда молодые стрельчата уходят из дома, очень важно родителям обратить внимание на их окружение, поскольку те принципы, которые стрельчонок вынесет из этого окружения, они сформируют его картину мировоззрения. И эту картину во взрослом возрасте будет достаточно сложно поменять. Она выстроится в такую достаточно жесткую систему. И хорошо, если это окружение будет правильным, с правильными разделениями, что хорошо, а что плохо. Но если он столкнется с окружением, где там воровские законы или законы силы, законы леса, то он их тоже может воспринять за свою справедливость и на них уже построить свою картину мира. Поэтому очень важно окружение маленького стрельчонка. Не подходит вплоть до переезда. Переезжайте. Это важно, как ни для кого другого. С возрастом стрелец становится более реалистичным, более серьезным. Он набивает шишки на деталях. Вот опыт в его жизнь приходит вместе с этими шишками, вместе с этими деталями. Но даже когда он полностью сформируется, его животную природу, ее никто не отменит, потому что она необходима ему для того, чтобы выполнить свою жизненную задачу. С помощью коммуникаций передавать идеи, передавать искры нового огня. Но все-таки сам знак подчеркивает то, что человеческая природа сильнее животное, и она должна управлять животной природой в человеке. Что такое животная природа? Это инстинкты. Без инстинктов мы бы не выжили бы, как вид вообще в природе. Однако, только человеческое в человеке умеет сомневаться, задавать вопросы, задается такими моментами, что мы не пришли в эту жизнь только для того, чтобы есть, спать, размножаться и доминировать, что есть что-то выше, что-то важнее этого. И хотя у нас у всех разные правды, разные национальности, разные религии, разные законы и принципы, но во всех в нас есть это что-то общее. И это общее очень важно для стрельца, для объединения людей, как тот барабан и палочки. Потому что барабан и палочки – это, в общем-то, и есть стрельцы. Они активные, дружелюбные, энергичные, коммуникабельные, они юморные, они очень гостеприимны, их дом всегда открыт, полон гостей, и в нем всегда найдется место для какой-нибудь ночевки одного, а то и нескольких человек. Ну и вообще стрелец такой единственный знак, который может найти общий язык, в принципе, со всеми абсолютно другими знаками. Огненные они ему вообще родные, потому что стрелец огненный знак. Воздушные его помощники, они помогают распространять идеи и информацию.
Нептун, как хозяин знака Стрелец, мы о нем чуть-чуть позже поговорим, он наделяет эмпатией и помогает почувствовать, даже не понять, а почувствовать водные знаки. Ну а знаки стихии Земли фактически это нужные ему воплотители, материализаторы его идей. Так что знак отличный, вопрос только, как вот половинке Стрельца принять то, что его так много, и он доступен всем, и должен общаться с разными людьми, что Стрелец не может жить в какой-нибудь клетке, он без коммуникации просто теряет свою природу. Хозяевами знака Стрелец являются Юпитер, а Юпитер в греческой мифологии это Зевс, царь олимпийских богов. Именно он наделяет такой широтой взгляда, такой некоторой гипертрофированностью, увеличением всего и вся. Ну, царь богов, что тут скажешь. А вторым управителем знака Стрелец является Нептун. Нептун в хорошем смысле наделяет стрельцов и воображением, и способностью к сопереживанию, вдохновением. Однако он же и может уводить далеко от реальности своего владельца, ко всяческого рода зависимостям и физического, и эмоционального толка, и к апатиям, и к депрессиям. И это все тоже касается стрельцов. Как бы это ни слышалось странно. Поэтому сейчас мы поговорим о плюсах и минусах одного и того же понятия. И первым мы возьмем стрельцовский оптимизм. Потому что если вы думаете, что родиться стрельцом это такой джекпот, то я вас разочарую. Оптимизм нужен стрельцу для того, чтобы увидеть будущее за пропастью, за каким-то практически непреодолимым пределом и показать это будущее другим, убедить в том, что оно существует. И оптимизм в этом волшебный инструмент стрельца, это такая волшебная палочка. Знаете, есть такой классический анекдот, когда приходит человек к психотерапевту и говорит, что вот депрессия, ничего меня не веселит, ничего не радует. А врач ему говорит: сходите на концерт вот клоуна, вот послезавтра. Я был такой отличный, он вас рассмешит, развеселит и вернет вам веру в жизнь. А пациент говорит: вы знаете, доктор, я и есть тот самый клоун. Так что весьма непросто стрельцам найти то солнце, ту энергию в себе, для того, чтобы и себе ее подарить, и людям раздать. И иногда сделать это возможно, лишь поднявшись над тем уровнем, на котором ты находишься. Как бы посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета или из будущего. И только это дает силы на то, чтобы совершать вот этот прыжок уже физический. Так что не просто так юмор и оптимизм даны стрельцам. Вообще вся сфера юмора на них держится. Кстати говоря, родоначальником современной клоунады считается Джозеф Грибальди. Это 18, кажется, век. Английский клоун. И он тоже был стрельцом. Но это именно клоун. Хотя на самом деле стрельцы чаще всего демонстрируют вот эту свою ауру, распространяют ее больше с помощью слов. И если стрелец этого хочет, он становится и душой компании, и самым лучшим шефом, и любимейшим учителем, который может уложить самую сложную концепцию без масла у вас в голове так, что вы ее никогда не забудете. Но помним, что все имеет свою цену. Второй такой плюс и минус – это карьеризм. Стрелец инстинктивно выбирает такие группы и коллективы, в которых он может продвинуться настолько, насколько сможет. Он это делает вполне легко, и это ему нужно. Он понимает внутренне, что распространение идей тем легче, чем выше в иерархии он находится. И он краев в этом плане не особо видит. То есть он будет подниматься настолько высоко, насколько сможет. Дополнительным плюсом к этому ему поможет культура общения, которая тоже является его сильной стороной. Это и культура, и языки, религия, философия, какие-то истории, которые он умеет рассказывать, как никто другой. Все это будет очень помогать собирать вокруг него людей. И тут очень важный риск есть для стрельца.
важно ему не останавливаться только в развитии, поскольку если идеология, в которой он развивается, какая-то система останавливается, она превращается в догму. И если на этот момент стрелец оказывается на достаточно большой высоте иерархии, такой стрелец становится догматом. И мы его уже не будем воспринимать как веселого балагура. Он таким останется для весьма маленькой компании. Таким примером были диктаторы, например, Сталин, например, Пиночет, например, товарищ Жуков, для которого ценность человеческой жизни не имела никакого смысла. Кстати, противостоящий ему идеолог уже с фашистской стороны, Эрих фон Манштейн, который разрабатывал план Блицкрига, тоже был стрельцом и тоже вот так закостеневшим в своей идеологии, которая путала, что идеология должна быть для людей, а не люди для идеологии. И в принципе неважно, идеологическая эта концепция или религиозная, например, потому что крестовые походы, мне кажутся, тоже очень такой стрельцовской идеей на самом деле. Так что расти стрельцу надо в свое собственное время и продолжать учиться всю свою жизнь, чтобы вот так не закостенеть. Третий плюс и минус – планирование и ресурсы. Стрельцы настолько сильно верят в свою идею, так хорошо и отчетливо видят ее в будущем, что они часто так готовы потратиться, не осознавая, что у них ресурсов-то на эту идею может и не быть. Поэтому желательно, чтобы кто-нибудь был рядом со стрельцом для того, чтобы помочь ему спланировать идею, либо доказать, что, возможно, овчинка выделки не стоит, например. Ну, кстати, до войны у меня было туристическое агентство, и вот есть такая категория туристов, которые не планируют никогда и ничего заранее. Раннего бронирования у туристов-стрельцов встретить, днем с огнем, потому что они настолько верят в судьбу, что в принципе готовы все оставлять не просто на последний момент, а вообще приеду на место и разберемся. И часто им в этом действительно везет. Но еще ненадолго предлагаю вернуться опять к кентаврам и вспомнить, как их рисуют. А рисуют их стреляющими в 3 разных направления: назад, вперед и вверх. И это очень интересно, поскольку сзади у стрельца находится знак Скорпиона. Это скрытые эмоции и все то, что мы держим в тайне. И если стрелец у нас стреляет назад, он атакует Скорпиона. Либо в прямом смысле скорпионов, либо свои же собственные эмоции и переживания, которые он стремится осознать. И неплохо, когда вот эту стадию стрел назад маленький стрельчонок в детстве проходит, а не потом во взрослом возрасте. Когда стрелец целится вперед, он атакует Козерога. А в Козероге это цели, горы и карьерные лестницы. И это весьма непросто на самом деле. Посмотрите на звездный атлас. Если посмотреть под ноги стрельцу, мы увидим там корону. Буквально мы можем сказать, что стрелец топчет корону. Он пренебрегает авторитетами. И тут могут быть весьма такие хорошие бои за место под солнцем, потому что любое место под солнцем, любое максимально доступное, стрелец будет считать своим. Соответственно, я думаю, что любой хотел бы иметь своим шефом стрельца, но вряд ли кто-то очень бы хотел иметь своим заместителем солнечного стрельца. Ну а если стрелец целится вверх, вот тогда он полностью использует свою собственную природу. Такой стрелец занимается вопросами культуры, языков, законотворчества, морали, религии, учительства и наставничества, в конце концов. Ну и в жизни любого стрельца будут периоды, когда будет он стрелять в разные стороны. И хорошо бы было бы, если бы он отстрелял свое назад в самом детстве, осознал бы, разбил бы лед Скорпиона, достал бы все эмоции, осознал их,
отрефлексировал и включил свой собственный опыт. Потом долго-долго стрелял бы вверх, занимался бы накопительством своей системы и только в конце начинал ее раздавать, уже стремиться к материальным достижениям. Ну и давайте поговорим о последнем на сегодня вопросе. Это вопросе девочек-стрельцов, потому что стрелец знак мужской, и тут опять нам важно, кому комфортно рождаться стрельцом, мальчиком или девочкам. И вот тут, конечно, мальчикам, потому что в силу своей открытости, приверженности скоростям, всем мужским увлечениям, яркости, конькам, скейтбордам, самолетам, путешествиям и так далее, девочкам-стрельцам вполне трудно оставить себя на накопительную часть энергии, на женскую, на аккумулировать что-то и, соответственно, свить какое-то гнездо, принести туда вот все и все сложить, это будет трудно. Хотя, с другой стороны, кто сказал, что байкерша в косынке несчастлива? Очень даже счастлива на ветру. Вопрос просто в том, что она возьмет на себя очень много. Она успеет и родить детей, и образовывать их, и заниматься планированиями своего отдыха, родителями и так далее. И всем будет казаться, что у нее неисчерпаемые запасы энергии. До тех пор, пока кто-то не увидит ее в одиночестве, вот полностью бездыханной. Потому что на такой растрате энергии часто барышни-стрельцы сильно себя растрачивают, и именно это может быть причиной того, что потом они остаются в одиночестве. Такое бывает. Поэтому берегите и дозируйте себя, дорогие барышни-стрельцы. Ну а вообще, все равно, стрельцы – это баловни судьбы. Наверное, самый любимый знак зодиака. У меня на сегодня на этом все. Спасибо за внимание и пока. Не забывайте поставить лайк. Я очень трудилась.